Привет, Арми! Есть много способов поздравить близкого друга с новым релизом. Кто-то выкладывает официальный постер, кто-то пишет короткое сообщение, а кто-то делится отрывком песни, отмечая исполнителя. Но когда это исходит от Oogar Squad, публика, кажется, уже знает одно: всегда есть небольшой сюрприз, который превращает простой момент в теплую тему для разговоров среди фанатов. И сегодня, в день выхода Kyle Marshall от Pik-Boy, это произошло снова. Вместо обычного поздравительного поста, история Пак Соджуна в Instagram сразу же привлекла внимание благодаря одной маленькой детали, которая заставила многих улыбнуться. В своей истории Пак Соджун написал поздравительное сообщение на корейском языке для Pik-Boy по случаю выхода Kyle Marshall последнего мини-альбома и EP и заглавной песни южнокорейского певца, рэпера и музыкального продюсера. Сообщение было теплым, простым и очень личным. Но что мгновенно отвлекло внимание поклонников Oogar Squad, так это не только само сообщение, но и фотография, которую Соджун выбрал для его сопровождения. Это был не постер альбома, не сольное фото Pik-Boy и даже не фотография всей группы Oogar Squad целиком. Вместо этого Пак Соджун выложил фотографию, на которой они втроем стоят вместе: он сам, Ким Тэ-хён, более известный как V из BTS, и Пак Хён-сик. Pik-Boy, того самого, кто в тот день праздновал выход своего нового релиза, на снимке не было видно. И, как и следовало ожидать, интернет отреагировал незамедлительно. Для посторонних это может показаться крошечной, незначительной деталью. Но для тех, кто годами следит за дружбой Oogar Squad, такие моменты очень похожи на них: теплые, случайные, непринужденные и всегда каким-то образом способные показать поддержку так, что это выходит за рамки обычного сценария. Именно поэтому сегодняшняя история Пак Соджуна показалась мне такой безошибочно характерной для них, забавной, немного запутанной и в то же время невероятно милой. Kyle Marshall — это релиз, которого с нетерпением ждали многие поклонники Pik-Boy. Как музыкант, известный своим неповторимым звучанием, Pik-Boy давно занимает особое место в сердцах своих слушателей. Он не из тех артистов, кто всегда доминирует на сцене самым громким образом, а скорее известен своими личными, теплыми и атмосферными работами. Поэтому каждый его новый релиз почти всегда встречают с энтузиазмом, особенно когда его поддерживают друзья, которых сами очень любят. Oogar Squad, в конце концов, это гораздо больше, чем просто обычная группа друзей-знаменитостей. Это название давно ассоциируется с одним из самых сплоченных, теплых и в то же время непредсказуемых кругов в южнокорейской индустрии развлечений. Группа, состоящая из Пак Соджуна, Пак Хён-сика, Чхве-ушика, Pik-Boy и Ким Тэ-хёна, неоднократно очаровывала публику своей естественной близостью. Они могут выглядеть гламурно перед камерой, а затем легко превратиться в друзей, которые подшучивают друг над другом, поддерживают друг друга и искренне заботятся друг о друге. Именно поэтому сегодняшняя история Пак Соджуна для Pik-Boy стала еще одним небольшим взглядом на динамику Oogar Squad, которую так полюбили фанаты. Представьте себе. Кто-то выпускает новый мини-альбом. А затем его друг поздравляет его, выкладывая фотографию 3 человек, на которой даже нет самого артиста. В логике обычной дружбы это может показаться совершенно несвязанным. Но в логике Oogar Squad это каким-то образом имеет смысл. У них свой способ выражения близости, и часто их жесты поддержки больше похожи не на формальные посты в социальных сетях, а на шутки, понятные только старым друзьям. Именно поэтому многие фанаты сразу восприняли историю Пак Соджуна не просто как поздравительный пост. Это стало небольшим отражением уникальности их отношений. В них чувствуется такая сильная близость, что кажется, будто им вообще ничего не нужно объяснять. Они просто появляются, делятся крошечным фрагментом момента и позволяют публике гадать о предыстории. Как ни странно, именно это и вызывает еще больший интерес. В мире развлечений, который часто кажется тщательно продуманным, Oogar Squad предлагает нечто иное. Их дружба не всегда проявляется через большие, драматичные жесты. Иногда вместо этого появляются маленькие, глубоко человеческие моменты: поддержка проекта друга, появление на мероприятиях друг друга, публикация откровенных фотографий, шутки в комментариях или, как сегодня, поздравление друга с выходом альбома с фотографией, которую никто бы не ожидал.
Нет никакой фиксированной формулы, и, возможно, именно это и делает их связь такой живой. Оглядываясь на их совместный путь, можно сказать, что это далеко не первый раз, когда Ugr Squad заставляют фанатов терять из виду происходящее. Они поддерживают друг друга необычным образом. На самом деле, это, пожалуй, одна из самых сильных сторон их дружбы. Они никогда не выглядят группой, пытающейся изобразить близость. Они кажутся близкими, потому что они действительно близки. И эта близость проявляется в маленьких жестах, которые, возможно, не всегда идеальны, но от этого кажутся еще более искренними. В этом контексте присутствие Тэхёна на сегодняшней фотографии Пак Саджуна в Стаурис добавляет еще один интересный слой. У Тэхёна всегда была очень выраженная химия с Ugr Squad. Он самый младший участник, но часто становится центром энергии во многих моментах их совместной работы. Иногда он кажется спокойным и теплым, иногда игривым и спонтанным. А бывают и моменты, когда его присутствие как-то смягчает динамику группы. Учитывая выразительную, но искреннюю личность Тэхёна, неудивительно, что почти каждое его взаимодействие с Ugr Squad привлекает внимание. Что касается химии, то отношения Тэхёна с Пак Саджуном и Пак Хён Сиком всегда обладали особой привлекательностью. В их отношениях явно прослеживается динамика «старший брат/младший брат», чувство заботы, но также присутствует игривость и непринужденность, что делает их взаимодействие таким приятным для наблюдения. Тэхён не просто друг, вращающийся в этом кругу. Он давно стал неотъемлемой частью колорита и идентичности Ugr Squad. Именно поэтому, когда Пак Саджун выбрал фотографию втроем с Тэхёном и Хён Сиком, чтобы отметить день рождения Пик Бой, многие фанаты посчитали, что это не просто случайный снимок. В нем чувствовалось то самое неповторимое ощущение, это так в стиле Ugr, трудно объяснить, но мгновенно узнаваемо. Некоторые фанаты даже увидели в этом моменте идеальное отражение того, как функционирует Ugr Squad как группа друзей. Пик Бой выпускает новую работу. Пак Саджун поздравляет его. Но на фотографии трио Тэхёна и Хён Сика. Странно. Немного. Мило. Безусловно. И самое главное, это невероятно искренне. Создается впечатление, что они не пытались представить этот момент идеальным в глазах публики. Они просто были самими собой, и именно это сделало его еще более запоминающимся. Есть что-то невероятно трогательное в том, чтобы видеть, как такая спонтанность сохраняется в дружбе, которая длится так долго. Обычно, чем известнее человек в индустрии развлечений, тем тщательнее он все, чем делится с публикой. Но Ugr Squad все еще оставляет место для моментов, которые кажутся совершенно искренними. Неудивительно, что так много людей с удовольствием следят за их отношениями. За их статусом ведущих актеров, мировых кумиров и известных музыкантов скрывается группа друзей, которые знают привычки друг друга, понимают чувство юмора и разделяют язык дружбы, существующий только в их кругу. Для самого Тэхёна близость с Ugr Squad всегда была одной из тех сторон его личности, которые больше всего любят поклонники. На фоне его образа мировой суперзвезды, присутствие в Ugr Squad раскрывает гораздо более личную сторону Тэхёна, не икону сцены, а Ким Тэхёна как друга. Человека, который может свободно смеяться со своими близкими друзьями, поддерживать их проекты и быть частью круга, в котором он чувствует себя совершенно непринужденно. Возможно, именно поэтому каждый маленький момент с Ugr Squad так дорог многим людям. Он раскрывает теплоту, которая не всегда видна на самых больших сценах, но отчетливо проявляется в том, как они взаимодействуют как друзья. Сегодняшняя история Пак Саджуна, какой бы простой она ни казалась, в конечном итоге еще раз напомнила публике об одной важной вещи. У Ugr Squad есть непредсказуемая химия. И именно в этой непредсказуемости заключается их очарование. Они могут превратить поздравительное сообщение в небольшую загадку. Они могут рассмешить поклонников простым выбором фотографии. Они могут превратить одну короткую историю в долгий разговор о дружбе, близости и о том, как они продолжают присутствовать в жизни друг друга. И, возможно, именно поэтому публика никогда не устает видеть их вместе. Потому что каждый момент у Ugr Squad всегда ощущается как нечто большее, чем просто очередной пост в социальных сетях.
За этим стоит история дружбы, чувство поддержки, проверенное временем, и теплота, которая не кажется искусственной. Даже когда поддержка проявляется в самой неожиданной форме, например, поздравление Пик-Боя фотографией, на которой Пик-Боя даже нет, результат все равно тот же. Люди чувствуют искреннюю привязанность. Таким образом, день выхода Каэр Мершел Паш стал не только важным днем для Пик-Боя как музыканта, но и еще одной милой главой в продолжающейся истории Уугр Скуат, истории, которая всегда, кажется, привлекает внимание людей. Благодаря одной истории Пак Саджуна публика снова увидела, как их дружба развивается в своем уникальном ритме. Не всегда все должно быть идеально, и это не всегда это должно быть логично, но всегда кажется искренним. И, пожалуй, это наиболее подходящее описание их отношений. Группа Уугр Скуат никогда не отличалась формальной поддержкой. Чаще всего они проявляют ее непринужденно, иногда абсурдно, но всегда тепло. Им не нужно писать длинные абзацы, чтобы доказать, насколько они близки. Иногда достаточно одной фотографии, одной подписи или одной истории, чтобы все одновременно улыбались и удивлялись. И сегодня Пак Саджун доказал это еще раз. В разгар празднования выхода Каэр Мершел Паш внимание публики, возможно, ненадолго переключилась из-за отсутствия Пик-Бой на поздравительной фотографии в Стаурис. Но именно здесь и зародилось очарование момента. Не потому, что это было создано для вирусного распространения, а потому, что это казалось таким искренним отражением их дружбы теплой, полной сюрпризов, непредсказуемой и всегда заставляющей других чувствовать себя близкими. Если можно сделать какой-то вывод из сегодняшней истории Пак Саджуна, то он, пожалуй, прост. Химия между Тэхёном и Уугр Скуат остается одной из самых восхитительных дружеских отношений в корейской индустрии развлечений. Они не только близки, но и чувствуют себя достаточно комфортно друг с другом, так что даже их способ выражения поддержки имеет свой фирменный стиль, который люди мгновенно узнают. И в день выхода новой работы Пик-Бой именно эта уникальность снова стала изюминкой. В конце концов, Уугр Скуат никогда не нуждались в идеальном формате для выражения привязанности. Всего одной историей, одним фото 3 человек и одним простым поздравительным сообщением им снова удалось заставить публику почувствовать тепло связи, построенной за многие годы. Странные, забавные и непредсказуемые, да, но также искренние, душевные и по-настоящему восхитительные. В стиле Уугр Скуат.